Привет, друзья! О таджикском блогере-певце маленького роста Абдурозике последний год говорит все российское интернет-сообщество, но мало кто знает подробности его биографии. Мы решили исправить эту несправедливость. Далее мы расскажем, как живет Абдурозик, биография и бой с Хазбиком. Ну а с вас уже по традиции лайк, подписка и комментарий. Абдурозик – уникальный таджикский мальчик родом с севера Таджикистана, набирает стремительную популярность далеко за пределами родины. Он уже покоряет Москву, учит русский язык, знакомится с популярными блогерами и спортсменами из России и становится интересен очень разной многонациональной аудитории. Между тем, Абдурозик сначала стал популярным у себя в стране не только благодаря необычному внешнему виду и детскому обаянию, но прежде всего за счет природного музыкального дарования и публикации видео с ним. Сегодня у него не только многомиллионные просмотры видео в сети, но и внушительная армия поклонников сразу в нескольких странах Центральной Азии и России. На его Инстаграм подписано более 2 миллионов человек, а видео на YouTube набирают миллионы просмотров. И теперь он оказался полноправным участником мира шоу-бизнеса. Особенный таджикский мальчик на самом деле юноша. Абдурозику 17 лет. Он родился в обычном горном селе Гиждарва на территории Сагдийской области Таджикистана неподалеку от древнего города Пенджикент. Абдурозик обладает прекрасным слухом и голосом и, начиная с 2019 года, записывает песни, выступает на мероприятиях. Он увлекся блогерством и на этом поприще сейчас делает невероятные успехи. Известно, что будущий любимец публики появился на свет в малообеспеченной семье. Именно поэтому еще в самом раннем возрасте родители Абдурозика не смогли вовремя вылечить его детскую болезнь. В итоге заболевание переросло в тяжелый хронический недуг. Но сам парень себя ущемленным не считает. «Я не считаю себя инвалидом. Я считаю, что я лучше некоторых взрослых людей. Я умею зарабатывать деньги», — говорит Абдурозик. Из-за рахита Абдурозик остановился в росте на отметке в 100 сантиметров. Но, несмотря на эту физическую особенность, юноша всегда жил полноценно. Из части биографии о семье нужно также упомянуть, что Абдурозик воспитывался в многодетной семье. У него есть 3 брата и 2 сестры. Так, старший брат сейчас служит в рядах таджикской армии, а самый младший учится во 2 классе. Примечательно, что при рождении мальчика назвали Мухаммадрозик, но после того, как была обнаружена неизлечимая болезнь, его переименовали в Абдурозика. До того, как Абдурозику пришла слава, он помогал по дому отцу, даже занимался ремесленничеством, собирал собственными руками небольшие сундуки и прочие вещи из дерева, делал ремонт. Из-за недуга пошел в 1 класс намного позже сверстников, в 12 лет, поскольку родители боялись, что мальчик столкнется со многими трудностями, и ограждали его от этого. Абдурозик окончил школу в 2020-м и сразу поступил в Институт искусств Таджикистана на факультет эстрадного пения. Его творческая биография только началась. Певческий талант Абдурозика заметил знаменитый таджикский рэпер, продюсер и менеджер Барон Бихрус Набиев, который занялся раскруткой певца. При этом на первых порах завязавшаяся дружба между ними не носила такого ошеломительного коммерческого интереса и была связана только с творческой реализацией Абдурозика в рамках республики. Поначалу Барон просто решил помочь необычному мальчику найти свое место в жизни. Он забрал его в столицу Таджикистана, город Душанбе, записал его на студии, спел с ним совместную песню, разместил видео в интернете и за короткое время увидел, что Абдурозик вызвал живой интерес у публики. Дальше все пошло по естественному сценарию. Каждый день Абдурозик и Барон выкладывали короткие видео из обычной жизни. Учеба, прогулки, путешествия, еда, музыка, шутки – все, как и полагается в жанре современного блогерства. Нельзя не отметить и стильный имидж Абдурозика. На каждом фото и видео он блещет как настоящий современный дэнди, регулярно ухаживает за собой, любит совершать шопинг, а помимо спортивных нарядов на сцену выбирает классические костюмы с умилительными бабочками и яркими галстуками. А еще у маленького на первый взгляд Абдурозика есть большие мечты. Одна из них – открыть в родных краях Пенджикента отель для путешественников, а пока он принялся строить собственный дом и небольшой ресторан. Главное и то, что Абдурозик теперь настоящий кормилец для родных и полностью обеспечивает их.
Учитывая темпы, с которыми Абдурозик приобретает популярность, его мечта имеет все шансы осуществиться, а он сам, судя по прогрессу, станет еще одним известным таджиком, прославившим страну далеко за пределами. Сейчас видео с участием Абдурозика являются вирусными как в Таджикистане, так и в России и набирают миллионы просмотров. Возможно, что обретенная популярность поможет юноше получить необходимое лечение, ведь по итогам медицинских обследований врачи пришли к выводу, что Абдурозик может вырасти еще на 50 сантиметров. Но учитывая, что именно такие уникальные габариты принесли ему славу, не факт, что блогер захочет менять что-то в себе. Артистичный и в то же время непосредственный Абдурозик обладает мелодичным, чистым голосом. Физические особенности отразились и на голосовых связках, а потому голос певца звучит очень забавно. Петь он начал еще мальчиком в первых классах, причем не только песни на таджикском, но и некоторые композиции на индийском языке. За 3 года активной музыкальной жизни в музыкальной биографии Абдурозика десятки песен. Есть те, что писались специально под него, а есть и очень успешные и самобытные кавер-версии известных хитов. А еще в арсенале сладкоголосого Абдурозика самая любимая и узнаваемая песня таджикского народа «Капли дождя» мэтра эстрады Далера Назарова. В клипе на песню Абдурозик удивляет на видео не только душевным исполнением, но и музицированием. Необычный мальчик сам наиграл мелодию, сидя за белым роялем. В самом начале 2021-го популярный YouTube-блогер из Дагестана Хазбик, с которым часто сравнивают Абдурозика из-за внешнего вида, предложил таджикскому певцу помериться силами и пригласил на бой. Причем не в блогерстве или артистизме, а встретиться друг с другом на ринге. Абдурозик сразу принял вызов Хазбика по видео, подчеркнув, что выйдет драться не за деньги, а за честь. Это предложение, прозвучавшее в соцсетях, всколыхнуло интернет. О необычных ребятах пишут в международной прессе. Бой Хазбика и Абдурозика вызвал широкий резонанс. Одни отмечали, что такая битва недопустима и выглядит насмешкой, другие радовались за парней из Таджикистана и Дагестана. Что бы ни говорили, но долгожданная встреча таджика Абдурозика и дагестанца Хазбика состоялась в Махачкале. Давние противники и конкуренты увиделись на пресс-конференции перед боем. Видео было опубликовано 17 мая 2021 года. Известно, что инициатива о таком нешуточном бое исходила со стороны известного блогера Асхаба Тамаева. Он, кстати, стал вдвое популярнее после встречи Абдурозика и Хазбика и довел личный канал на YouTube до 2,5 миллионов подписчиков. Само собой, состоявшийся предварительный бой был без крови и переломов. Хазбик и Абдурозик немного подраззадорили себя и аудиторию выпадами и махами руками и ногами в сторону противника и больше показали класс в словесном батле, нежели в спортивном. Видео пресс-конференции Абдурозика и Хазбика посмотрело более 15 миллионов человек. Для сравнения, официальную пресс-конференцию всемирно известных Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на канале UFC за 2 года посмотрели чуть более 7 миллионов человек. И эти сравнительные цифры говорят сами за себя. Однозначно, причина столь высокой популярности – нестандартные габариты бойцов Хазбика и Абдурозика, их нетипичная внешность. Так, рост Хазбика составляет скромные 93 сантиметра, а Абдурозика – 100 сантиметров. На вопрос, почему Абдурозик принял вызов Хазбика, певец отвечает без стеснения, по-мужски. «Я с детства хотел помериться силой с кем-то из своих ровесников». Поделился ранее Абдурозик и отметил, что делает это не ради денег, а только чтобы проверить себя. Несмотря на кажущуюся детскость, Абдурозик уже давно не ребенок и в своих видео рассказывает, что отвечает на желание друга и продюсера Барона по собственному усмотрению, старается принимать то или иное решение сам. И бой с Хазбиком был его личным выбором, не имеющим ничего другого, кроме как человеческого интереса. «Он такой же, как и я, человек», — говорил Абдурозик еще перед боем с Хазбиком. Он также рассказал, почему, в отличие от Хазбика, не выкладывает в соцсети видео из спортзала. Обосновывает Абдурозик это тем, что лучше не кичиться своими спортивными данными, чтобы потом не попасть в просак. Некоторые спортсмены перед тем, как провести бой, хвастаются, а потом проигрывают. «Я лучше не буду этого делать», — заметил таджикский блогер. Несмотря на это заявление, Абдурозик хорошо знает все боксерские стойки и даже подмечал слабые моменты Хазбика. А чуть позже выложил очередное ответное видео из спортзала на беговой дорожке со штангой и личным тренером. И хотя историческая схватка боя Абдурозика и Хазбика еще не состоялась, она уже прогремела на весь земной шар. За последний год нет события в мире единоборств, о котором говорили бы больше.
Обоих Хасбика и Абдурозика шутят звезды UFC и даже американский баскетболист Шакил О'Нил. О'Нил опубликовал в Instagram шуточное видео, на котором участники самого громкого боя года представлены в образе Шака и другой звезды баскетбола 90-х годов Чарльза Баркли. Кроме того, бой такой популярный, что на эту тему в интернете появилось много разных мемов, где Хасбика и Абдурозика сравнивают с Хабибом и Макгрегором, представляют их с поясами победителей ММА. Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо тоже не остался равнодушен к бою. «Дана Уайт, поскольку ты не хочешь дать мне в соперники среднестатистического Александра Волконовски, что насчет этих двух гигантов?» Написал он таким образом обращение главе крупнейшей в мире организации ММА. Еще один известный в мире смешанных единоборств человек, американский тренер Марк Генри, опубликовал целую серию постов, посвященных бою года. Несмотря на то, что Абдурозик ранее заявлял о намерении сразиться с Хасбиком бесплатно, известно, парни получат фиксированный гонорар, но какой именно, не раскрывается. Пока видео Абдурозика и Хасбика породило массу шуток и ярких мемов. Организаторы боя без стеснения называют его самым ожидаемым в 2021 году. Но на дворе 2022, а бой до сих пор не состоялся. Но если все-таки состоится, то по прогнозам, этот бой могут посмотреть как минимум 15 миллионов человек. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.